Всем привет-привет! Сегодня у нас интересное видео, и я думаю, с не менее интересными стопами. Клиентка у меня первый раз, и первым делом я тщательно осматриваю стопы и определяю их состояние и предстоящий объем работы. На пяточках у нас ярко выраженный гиперкератоз. При нажатии просматриваю глубину трещин. На видео может не сильно видно, но трещины довольно-таки глубокие. Кожа очень сухая, педикюр делался очень давно. У нас трещинки присутствуют также и на больших пальчиках. Они довольно-таки глубокие. Трещины на пальчиках зеркальны с обеих сторон. Также видим натоптыши на плюсневой части стопы. Обрабатываю ножки антисептиком и после антисептика протираю влажной салфеткой. На плюсневой части большой натоптыш и на пальчике тоже. Обрабатывать сегодня стопы будем пододисками в аппаратной технике. Первым я буду использовать файл с абразивом 120 грит. Пододисками я работаю на не очень больших оборотах, это до 10 тысяч. Этих оборотов мне вполне достаточно, чтобы нормально обработать стопу. Вот за что я обожаю аппаратные техники, это потому что буквально несколько нежных движений и у нас уже виден результат. Это почти чистая ножка. В педикюре аппаратную технику я очень люблю применять, но и также и в маникюре. Но я должна отметить важный нюанс. Вот если бы у меня не было отличной и мощной вытяжки, то я наверняка бы не работала с пяточками. Так, переходим к обработке пяточек. Тут все та же насадочка на 120 грит. И я быстренько и нежненько снимаю всю сухость и ороговелость кожи. Диском я работаю под небольшим углом. И как вы видите, только половинкой насадки. И не прижимаю полностью весь диск к стопе. Давайте вкратце поговорим о факторах таких поражений на пяточках. Этих самых факторов два вида – внешние эндогенные и внутренние экзогенные. К первым внешним факторам мы можем отнести такие причины, как избыточный вес, то есть чрезмерное давление на стопу. Это и проблемы с личной гигиеной, и неграмотный уход за кожей стоп, ношение неправильной обуви, и еще многие внешние факторы могут провоцировать появление данной проблемы. А вот ко внутренним факторам относятся причины проблем со здоровьем, и такие поражения стоп могут спровоцировать и аллергии, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, проблемы со щитовидкой и еще множество других проблем. Но зачастую это совокупность внутренних и внешних факторов возникновения данной проблемы. Конечно же, в идеале сначала нужно разобраться с причинами, а затем наводить эстетику. Но это в идеале, надеюсь, вы со мной согласны. Итак, после снятия основной части ороговевшей кожи я приступаю к раскрытию трещин. Для этого первой я взяла алмазную фрезу цилиндр и раскрываю трещинки. Можно сказать, на первый взгляд я делаю такие себе хаотичные движения, но рисунок похож на елочку. И еще в помощь себе я взяла твердосплавную фрезу с зеленой насечкой и еще раз прохожусь по этим же трещинкам. По технике сначала в одну сторону, потом поворачиваю, иду в другую, разворачиваю трещину в обе стороны, так сказать, я ее раскрываю. И теперь я немного подшлифовываю их шаром, чтобы края трещин не топорщились и не задирались, надо их тщательно зашлифовать. Как я уже говорила, моя клиентка уже очень давно не была на педикюре, ничего с пяточками и ножками не делала, ничем не мазала, не увлажняла. В общем, вот такая у нас картина. Смываю водичкой пыль, промокнула салфеткой и наношу ремувер, очень мягкий размягчитель на мочевине. Никаких кислот я не наношу, никаких агрессивных средств на такие ножки наносить я не рекомендую, особенно на трещины. Такое мягкое и щадящее средство, что я применяю, действует только на ороговевшие участки и только на поверхностный слой. И я уже вижу, где я не дочистила, и прохожу с фрезой, чтобы все это дочистить. Поменяла на насадке файл на 180 грит. И сейчас я шлифую всю поверхность стопы.
И также трещинки обязательно. Еще раз прохожусь по трещинкам и зашлифовываю их до конца. Всю пыль и остатки нашего размягчителя я смываю водичкой и затем протираю все салфеточкой. Если бы наша стопа была без проблем, то может бы я нанесла обычный увлажняющий крем, но в этом случае я наношу питательное масло от той же фирмы Bayer. Втираю массажными движениями во всю стопу. Далее я предпочитаю работать по маслу, силиконовым шлифовщиком зашлифовываю все трещинки и полностью прохожусь по всей стопе, добиваюсь идеального результата. Готовые пяточки я вам продемонстрирую в конце ролика, как все получилось, а следующим этапом мы разберемся с пальчиками. Честно признаюсь, при осмотре этих ножек еще до снятия лака я заподозрила что-то неладное, так как увидела, что ногти утолщенные, это было видно даже под лаком. После снятия лака что мы видим? Пожелтение ногтевой пластины, анихолизис. Анихолизис на двух ногтях у нас на больших пальчиках. В общем, картина не радует. И, конечно же, есть у меня большое подозрение, что кто-то у нас здесь поселился и живет. Я, конечно же, не лаборатория, но исходя из моей практики, могу сказать с большой уверенностью, что здесь у нас присутствует онихомикоз или по-народному грибок. Алмазным цилиндром я раскрываю нашу трещинку, убираю всю ороговелость с нее и зачищаю трещинку. Такой фрезой работаю на небольших оборотах, клиент не чувствует никакого дискомфорта, абсолютно без боли и каких-либо неприятных ощущений. В процессе работы всегда переспрашиваю, все ли в порядке, как ощущения у клиента, это обязательно. Так что педикюр должен быть как минимум безболезненным, но если повезет, то приятным для клиента. Покрывать такие ногти я ни в коем случае не буду, счищаю этой же насадкой птеригий с ногтевой пластины. Глубокий педикюр здесь абсолютно нам не нужен, да и вообще на ногах никакого глубокого педикюра быть не должно. У нас там нет подкутикуля никакого. Делаем просто гигиену и убираем все роговелости. Вот и все, вот и вся наша задача. Очень я люблю эту фрезу в педикюре, так как ей очень удобно убирать и птеригии, и все роговелости, так сказать, делаю всю грязную работу. Можно ею зачищать боковые валики, какие-то сильные загрубелости, проходиться по ногтю, доснять какой-то гель-лак или остатки обычного лака. В общем, фреза классная и универсальная, так что смело могу рекомендовать. Диаметр у нее 2,5, синяя насечка. Меняю фрезу на почку удлиненную. Пальчиком руки помогаю себе, отодвигаю боковой валик и прочищаю подногтевые мозоли. Вот видно, из-за давления ногтя, из-за нагрузки образовались. Вот это все нам надо вычистить. Итак, по анихолизису. У нас он симметричный на обеих пальцах ног с внутренней стороны. Это может свидетельствовать нам о том, что неправильно подобрана обувь и сдавливается стопа. Идет нагрузка и соседний пальчик надавливает на угол ногтя, вследствие чего он у нас отходит от ногтевого ложа. Анихолизис нужно обязательно правильно зачищать и удалять, так как эта пустота является благоприятной средой для размножения и жизнедеятельности бактерий. Туда попадает пыль, влага, скапливается омертвевшая кожа, плюс мы ходим в обуви, в носочках, и эти процессы усугубляются. И это идеальное место для грибковой инфекции. Так что я могу предположить, что все-таки у нас здесь есть грибок, и он появился, скорее всего, вследствие отхождения ногтевой пластины от ложа. Наношу мягкий ремувер-размягчитель на основе мочевины и делаю влажную уборку. Прохожусь кюреткой в боковых пазухах. Все там удаляю. Сейчас чуть-чуть водички добавляю. Уже ремувер я не наношу, только одну капельку, а потом уже, если мне надо, добавляю водичку.
Вот выгребаю я все эти последствия поражения ногтевой пластины. Вы можете видеть, да, сколько под анихолизисом, вот там вот под ногтем, сколько у нас скопилось омертвевшей кожи. После ремувера протираю влажной салфеткой и еще раз все тщательно проверяю, смотрю уголки, чтобы не было врастания. Кутикулу я практически не трогала, ремувер все остатки ее размягчил. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему же я все-таки не зачистила анихолизис. Так вот, моя клиентка наотрез отказалась зачищать его, и вообще она не всерьез восприняла мои слова и сказала, что нет у нее никакого грибка, и вообще все это возрастное. Девочки, вот как мне донести клиенту, что с такими делами необходимо что-то делать? Нужно сдать анализ, при необходимости пролечить. Даже не знаю, или я такая неубедительная, вот как-то так. Ну и вот такой результат моей работы у нас получился. Буду рада вашей оценке видео. Обязательно пишите в комменты, все читаю и отвечаю всем. На этом все. Жду всех вас в следующих роликах. Всем пока-пока, до встречи. Кстати, у меня есть видео, как я работаю с анихолизисом. Кому интересно, ссылку я закрепила в комментариях.